Всем привет, ребята! С вами снова Стрэнджер, и сегодня мы поговорим про Рассветную Академию, таинственное здание, которое внезапно появилось у нас в игре. И поначалу вызвало примерно такую же реакцию, как если бы медведь в костюме профессора начал читать нам лекции. Что это вообще за Академия, зачем она нужна, как в нее попасть и какие в ней доступны герои? Все расскажу и даже покажу. Ну а перед этим короткий, но важный момент. До следующего розыгрыша в нашем телеграм-канале осталось менее чем 60 человек. Да-да, всего-то. Так что если вы еще не с нами, самое время вступить. Ссылка, как всегда, в описании. Подарки уже буду ждать своих новых счастливчиков. И, возможно, это будет именно ты. Ну а теперь берем горячий чай либо кофе и давайте начинать. Сегодня мы с вами рассмотрим информацию про новое здание в нашей игре «Рассветная Академия». Как вы все прекрасно знаете, на той неделе администрация нашей игры выставила такой пост, где показала нам силуэт 4 новых героев. Мы долгое время обсуждали с подписчиками в моем телеграм-канале, что это может быть за нововведение. Мы приходили к мнению, что это могут быть новые герои в текущем меню, которые могут быть условно прокачаны за общие легендарные фрагменты героя, так как снаряжение губернатора и героев есть легендарного уровня, а герои нет. Но все оказалось иначе. Кстати, на старте ролика хочу вам дать совет. Я вам советую не использовать общие великие фрагменты героев в станции обмена тундры. Нам немного дают очков за их обмен. Но в будущем, возможно, администрация нам выпустит какого-то героя, где мы их и сможем использовать. Почему я это говорю? Кто играет давно, тот в курсе, что фиолетового героя Лин Цуэ нам ввели приблизительно год назад. Данный герой повышает скорость тренировки наших войск. Так что кто знает, возможно, администрация выпустит какого-то героя, увеличивающего скорость исследования. Но это все догадки. Давайте вернемся к теме сегодняшнего ролика. Пару дней назад нам запустили новую функцию в игре – Рассветная Академия. На сегодняшний день она доступна для игроков с 1 по 195 сервер и открывается при наличии 25 уровня топки. Я не хотел выпускать ролик в первый же день. Я хотел изначально открыть всех 4 героев, доступных для нас на сегодняшний день, чем я и занимался пару дней. Так что попрошу поставить лайк за старание. И сегодня я постараюсь все подробно объяснить. Где-то я могу ошибиться, так как информации мало про это здание, но я постарался открыть все доступные функции для нас на сегодняшний день. В Академии предоставляется несколько функций, и давайте с ними разбираться. Первое, куда нам стоит перейти с вами, это функцию «Поход», которая отображается в правом нижнем углу экрана. И тут нам показывается Бахити, который сидит на мотоцикле. И как вы все прекрасно понимаете, нам необходимо будет отправляться в путь. Изначально, пару дней назад, у меня была доступна только функция «Поход в тундре». В дальнейшем за прохождение этапов открывается новая функция – «Поход на рубеж». И давайте с вами отправимся в поход по тундре, чтобы я постарался вам объяснить, как это работает. И как вы сейчас видите выше, я уже проходил станции и за это получал различные бусты, про которые мы с вами поговорим немного позже. Первое, что нам необходимо понимать для того, чтобы переходить на следующий этап, нам необходимы походные припасы, которые необходимы для похода в тундре. Каждый день нам начисляется 20 припасов, и после рестарта в 8 и 16 UTS нам начисляется по 10 припасов. Не забывайте их забирать. Помимо этого, вы можете получать 20 припасов за алмазы. 1000 алмазов стоит 5 попыток, но это уже по желанию, делать вам это или нет. Использовав каждую попытку, вы можете получить различную награду. И от чего она зависит? А зависит она от встреч, которые вы будете производить. В целом они несложные. Старайтесь играть добряка и помогать в различных заданиях, которые вам будут предоставляться. За 2 дня игры я заметил, что задания бывают разные. Условно приготовить торт, как мы с вами делаем в ивенте от администрации. Либо играем в хижину Мии. Также попадалось задание победить злодея на арене, достать одну из 3 наград и прочее. Я вам ускорю этот процесс, чтобы вы визуально могли ознакомиться с этим. Встречи вам будут попадаться с определенным процентным шансом, который вы сейчас видите на экране. 70% шансом вам предоставляется обычная встреча, где вы получаете небольшие награды. С 23% шансом вам может выпасть средняя награда за встречу. С 6% шансом хорошая награда. И всего лишь с 1% шансом вам может выпасть награда высокого качества. Снизу вам отображается моя история прохождения набегов, где цвет отличается. И теперь вы понимаете, как это работает. Теперь я вам покажу, какие бывают этапы, чтобы на будущее вы понимали, какие могут вам попадаться на пути вашего персонажа.
Вот вы увидели, как это работает. А теперь давайте разбираться, что это выпали мне за ресурсы и куда необходимо их использовать. Мы с вами заходим в меню здания и видим первого открытого мной героя, Сирила. Вы должны понимать, что это не герой, который у вас показывается в меню персонажей. Это бустер, который работает в пассивном режиме в Рассветной Академии. По такому же формату работают и оставшиеся герои, которых мы рассмотрим с вами немного позже. У Сирилы есть талант, который называется «Сердце охотника», который увеличивает очки урона на охоте медведя. Максимальный буст до 30%. Используется только на вашу атаку. Помимо этого, у нее есть 4 навыка. Первый называется «Ловушка», который увеличивает вместимость в ралли на медведя до 300 тысяч войск. Следующий навык называется «Хозяйственность», который позволяет вам дополнительно получать компоненты усиления опыта. Вы все знаете, что мы их получаем в небольшом количестве за каждое участие в ловушке. Но при увеличении уровня навыка вы можете получить от 1 до 5 компонентов. И все это будет зависеть от уровня, на который вы прокачаете данный навык. Следующий навык – это оружейный делмастер. Работает как и с компонентами опыта. Вы можете получать до 5 камней эссенции за каждое участие в ловушке. И последний навык – это гроза медведей, который увеличивает вместимость при отправке ваших войск на ловушки медведя до 30 тысяч войск. В целом вы должны понимать, что данный персонаж вам будет предоставлять различные бонусы и бусты в ловушке на медведя. Уровни навыков бывают разные, так что давайте разбираться, как их повышать. Заходим в меню навыков и видим, что в меню изучения наша задача их улучшать. Вы можете выбирать время, которое хотите ставить на улучшение навыка. Использовать вы можете общее ускорение и ускорение изучения, которые вам будут падать в период мероприятия. Для улучшения навыка нам необходимы будут книги знаний, которые падают с походов. Вы видите, что для перехода на следующий уровень мне необходимо 14 400 очков и 280 книг знаний. Но я давно это собрал, но перейти на следующий уровень я не могу. И почему так выходит? Все просто. Каждый персонаж имеет свою шкалу отношений. Начинается от незнакомца и заканчивается близкий друг. Механика улучшения, как я понял, такая же, как и с питомцами. С 1 по 10 уровень вы можете улучшать ваши отношения с персонажем, предоставляя различные подарки, которые падают в период мероприятия. Компас предоставляет 10 очков сближения, огненное сердце предоставляет 100 очков сближения. И ваша задача доходить до каждого 10 уровня. В целом, как мы используем корм для питомцев. С каждого 1 по 9 уровень. А затем уже на каждый 10 уровень нам необходимы печати для улучшения уровня, который мы можем получить следующим образом. Первый вариант – это поход, в котором с определенным процентным шансом и долей везения мы можем получить данный атрибут. Вам могут выпасть как и общие печати, так и определенного героя. Второй вариант – это в меню «Вечный путник», где вы видите есть 3 опции. Они стандартные, левая идет для игроков без доната, а 2 правые идут за донат. В пакете за $5 мы с вами можем получить 10 обычных печатей эксперта, парусник захватчик, который предоставляет 1000 очков сближения, работает по такому же формату, как и компас и огненное сердце. Еще вы получаете книги знаний для повышения навыков. И последняя опция покупки – это рубежные припасы, которые необходимы для похода на рубеж. В этом меню, как я понял, вы можете выбрать одного из 4 персонажей, которого вы хотите использовать в походе, и за это будете улучшать его понемногу, и получать на него печати, которые необходимы для повышения каждого 10 уровня. По такому же формату работает донат за $20. Вы получаете больше накопления ресурсов для улучшения ваших персонажей. В целом, как я понимаю, в походе на рубеж мы с вами можем получать более улучшенные награды в пути, но сможем это узнать только на основе опыта в этом мероприятии. Теперь давайте посмотрим на оставшихся 3 персонажей, которые доступны в меню Рассветной Академии. У меня они еще не открыты, но в целом нам важно посмотреть на пассивные навыки, которые они нам предоставляют. Сирилу мы с вами уже рассмотрели. Давайте рассмотрим следующего персонажа, который называется Агнес. Ее талант заключается в том, что каждые 120 минут, проведенные за сбором ресурсов, мы получаем сундук искателя от 5 до 30 в день. Я как понимаю, это работает по такому же формату, как и питомец «Огромный олень», где мы получаем небольшие награды с определенным откатом. Что там будет падать, честно сказать не могу, так как у меня не открыт данный персонаж. Но вероятнее всего там будут падать ресурсы для улучшения текущих героев с Рассветной Академии, либо другие опции. Как только у меня будут открыты все герои, мы с вами обязательно протестируем это. Касательно навыков. Первый навык – это эффективная разведка, которая предоставляет до 8 дополнительных разведывательных миссий в день на маяке. Следующий навык – рационализация, которая увеличивает восстановление энергии губернатора на складе до 40 единиц. Навык грамотное руководство ускоряет строительство каждого нового здания до 8 часов. И последний навык – это тайное знание, которое нам предоставляет до 120 тайных жетонов в день за выполнение ежедневных миссий.
и предоставляет бесплатные попытки для обновления тайного магазина. Теперь у нас будет до 4 бесплатных попыток в день и тайные жетоны, а именно их увеличенное количество, которое нам теперь позволит еще больше получать виджетов в текущем меню. В целом, Агнес – это герой развития, который нам будет предоставлять различные бонусы. Следующий персонаж – Рамул. Его талант – Знамя командира. Увеличивает вместимость при отправке войск до 10 тысяч. Касательно навыков, то первый навык – Зов войны. Позволяет нанимать до 600 дополнительных войск из любого лагеря каждый день. И в военном бюро будут предоставлены дополнительные очки верности на ежедневной основе. Следующий навык – Последний рубеж, увеличивающий атаку и защиту войск до 10%. Навык Дух Это увеличивает смертоносность и здоровье войск до 10%. Навык Единое Сердце увеличивает вместимость вашего ралли до 100 тысяч войск в вашем сборе. В целом, получается, Рамул – это персонаж, который предоставляет нам боевые бусты. И последний герой – это Хольгер. Его талант – Танец лезвий. Предоставляет нам возможность с определенным процентным шансом получить сундуки звезд арены. Что в них находится, сможем узнать немного позже. А что касается навыков, то первый навык – Элитный боец арены. Повышает здоровье и атаку героев арены до 20%. Следующий навык – Любимец толпы. Увеличивает ежедневный и еженедельный приток жетонов до 50% в ежедневных и еженедельных рейтингах. Следующий навык – Звезда арены, который позволяет до 3 предметов в магазине арены получить по скидке до 50%. И последний навык – Наследие, увеличивающий атаку и здоровье следующего поколения до 20%. В целом, как мы понимаем, Хольгер – герой, который будет увеличивать наши бусты на арене. Это все, что вам необходимо знать про героев и их навыки. Если кому интересно еще раз их посмотреть, то можете это сделать в моем телеграм-канале. Под постом с этим роликом я закреплю скриншоты со всеми навыками персонажей. В целом мы разобрались с героями. Какого именно качать и на какой ставить приоритет, мы с вами будем обсуждать в следующем ролике про Рассветную Академию. Навыки, как вы все прекрасно понимаете, не становятся сразу на максимальный уровень. Их необходимо будет улучшать постепенно, как вы сейчас видите на экране. И так с каждым навыком. В первую очередь, основа мероприятия остается за донатом. Если брать недонатные варианты, то они следующие. В магазине Чемпионат Альянса теперь можно покупать обычные печати эксперта. И я думаю, что приоритет в этом магазине надо делать будет именно на это. Книга знаний нам и так падает с походов, так что я думаю, что в этом магазине можно не делать данную покупку. Еще один из вариантов добычи ресурсов – это выполнение достижений, так что обязательно следите за этим меню и выполняйте задания, которые вам тут будут предоставляться. А из донатных вариантов я уже показывал вам информацию про раздел Вечного Путника. Помимо этого, предоставляются различные предметы в стандартном магазине игры. Вот в целом и все, что я вам хотел рассказать про Рассветную Академию. Если я вижу актив под этим видео в виде лайков и комментариев, то я обязательно вам запишу еще ролик про нее. А пока что напишите в комментариях, что вы думаете про это нововведение. Касательно даты выхода Рассветной Академии, я ничего вам не могу сказать. На сегодняшний день она вышла только на серверах с 1 по 195, так что ожидаем анонса. Но как только она выйдет у вас на сервере, вы уже будете знать основы про Рассветную Академию. Я уделил пару дней этому ролику, чтобы открыть все доступные функции для вас. Так что попрошу поставить лайк за мои труды. Надеюсь, теперь вы немного разобрались, как обращаться с новой функцией в игре. Если видео было полезным, ставь лайк, подписывайся и не забывай бить в колокол, чтобы не пропустить новые гайды. А еще напоминаю, в Телеграме осталось менее 60 человек до старта розыгрыша. Так что подписывайся, если ты еще не с нами в Телеграме. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.